Невидимая рука рынка, которую так любят восхвалять либералы, не смогла навести порядок в аутсорсинговых услугах, закупаемых российской армией. Эта система себя не оправдала, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Одним из новшеств, которые ввел в отечественных вооруженных силах предшественник нынешнего главы ведомства Анатолий Сердюков, был аутсорсинг. Тогда заявляли, что военным следует заниматься своим прямым делом, а бытовую часть возложить на гражданских, чей труд будет оплачен. То есть речь шла именно о том, что рыночек порешает и все как-то само собой придет в порядок. Хотя еще в начале 2012 года профильные порталы писали о проблемах, которые нес военным этот самый аутсорсинг. Регистрация фирм, занимающихся аутсорсинговым обслуживанием воинских частей, не всегда положительно оценивается как самими военными, так и общественностью. На одном только питании уже успели попасться командиру сразу несколько воинских частей Дальневосточного военного округа. При этом нередко местные надзорные органы выясняли, что аутсорсинговые компании, которые должны были обеспечивать военнослужащих качественной и готовой пищей, странным образом оказывались оформленными на близких родственников командиров этих воинских подразделений. Конечно, против этих явлений боролись, но когда удалось выжить коррупционеров, быстро вылез другой побочный эффект – низкое качество услуг. Вот что говорил по этому поводу Сергей Шойгу. В 2014 году, уже после событий Крымской весны, в целом показавших эффективность военных реформ, аутсорсинг не стал универсальным средством обеспечения тыловых потребностей российской армии. Прежде всего, это связано с низким качеством предоставляемых услуг, неудовлетворенностью конечного потребителя и непрозрачностью деятельности привлекаемых компаний. Поэтому возникла необходимость реформировать существующую систему обеспечения вооруженных сил. При этом министр все же признавал, что да, удалось посредством аутсорсинга высвободить от выполнения хозяйственных работ 65 тысяч военнослужащих. Только вот цена решения этого вопроса армию не устроила. И теперь наступил предсказуемый финал, о котором и сообщил Шойгу. Система аутсорсинга, сложившаяся уже к 2012 году, как бы помягче сказать, не во всем себя оправдала. Задачи по обеспечению войск в боевых условиях не решались. Военнослужащих оказалось некому кормить, техника не ремонтировалась, горюче-смазочные материалы в районы полевых выходов не доставлялись. Фактически аутсорсинг развивался только там, где он приносил хороший доход и не было обязательств. Ой, погодите-ка, но ведь невидимая рука рынка же. Она должна была выкинуть из бизнеса неэффективные фирмы, заменив их жутко эффективными. Неужто прав ехидный тролль Руслан Карманов, который сформулировал алмазную сутру корпоративного управления, заключающуюся в минимизации личной ответственности при максимизации прибыли? Оказалось, что таки да. Шойгу прямо сказал, что бизнесмены очень рьяно взялись за те сферы военного аутсорсинга, где можно было извлечь хорошую прибыль. Например, за обслуживание коммунально-жилищного фонда и электрических сетей. Только вот невидимая рука сработала четко в рамках описанной алмазной сутры. Инфраструктуру и коммуникации бизнесмены люто эксплуатировали, а ремонт не делали, даже текущий. Итогом было возникновение множества авральных ситуаций. А еще невидимая рука раздула штат. Одних только уборщиц и дворников Министерство обороны содержало 124 тысячи человек. А если к этому добавить более 100 тысяч рабочих на заводах, то эту численность можно сопоставить с количеством военнослужащих, проходящих службу по призыву. Закончились художества невидимой руки тем, что потерявшие терпение военные восстановили работу штатных войсковых и ремонтных органов. И они уже сэкономили для Минобороны около 1 миллиарда рублей за год. Армия не просто доброе слово, а очень быстрое дело. Установленные в столовых системы контроля питания, надзирающие за невидимой рукой, позволили сэкономить еще примерно 3 миллиарда рублей. А приборы учета коммунальных ресурсов в военных городках 5 миллиардов 300 миллионов рублей. Фигурируют и более впечатляющие суммы. Восстановленные на арсеналах ремонтные цеха только в текущем году вернули в строй 550 тысяч ракет и боеприпасов. Их закупка обошлась бы бюджету в 63 миллиарда рублей. То есть порожденных невидимой рукой аутсорсеров частично заменили бездушными приборами, частично людьми в форме, а тех немногих, кто остался, прижали к ногтю. И дела как-то сразу пошли на лад. Очень хотелось бы услышать, что скажут на это начитавшиеся книжек Айн Рэнд либертарианцы. Те самые, у которых все кругом саморегулируется и стремится к вершинам эффективности без участия государства. Готовы ли они сами стать объектами интереса бизнеса, который хочет извлекать максимум прибыли и ни за что не отвечать?